Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад у нас на неделю с 26 января по 1 февраля. Давайте мы посмотрим, что же Козерогов ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет у Козерогов. Напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, не личный. Надеюсь, тем не менее, он большинству из вас подойдет, будет резонировать с тем, что происходит в вашей жизни непосредственно. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще не подписан. Я буду очень и очень признательна вам за такое действие. Рада буду новым зрителям. Итак, расклад для Козерогов. Неделя с 26 января по 1 февраля по дням недели. То есть мы на каждый день недели достанем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И посмотрим на те сочетания карт, которые у вас по каждому дню недели выпадут. Напоминаю, что дни могут несколько смещаться. Не расстраивайтесь, если это так. Надеюсь, у большинства дни проиграются в той последовательности, в которой, соответственно, они у нас будут здесь представлены. Итак, давайте посмотрим знак Козерог. Неделя с 26 января по 1 февраля. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у нас есть, какие карты у вас выпали. Козероги. Первая карта — рыцаря Пентаклей, карта вашей стихии, вашего земного знака зодиака. Кстати, дальше идет король Пентаклей. То есть здесь может быть общение с таким, как вы, земным знаком, что может быть для вас очень актуально в начале недели. То есть Козероги, как вы, может быть, девы или тельцы. Но и также здесь вот очень важно для вас какое-то планирование ваших дел, важно поступательное, неспешное развитие событий. Вы здесь не торопитесь. Вы по рыцарю Пентаклей настроены на то, что события будут развиваться в вашу пользу, что все достаточно вот как будто бы вам на руку. Вы верите в удачу, верите, что вот если вы чем-то занимаетесь, каким-то делом, то оно принесет вам выгоду, какую-то прибыль, что вы получите свое вознаграждение в конце пути. То есть вы не торопите события. Вы уверены в том, что в любом случае вы получите ту победу, на которую рассчитываете. Это спокойствие, это терпение, с которым вы начинаете эту рабочую неделю. Карта достаточно хорошая. Вот она, карта рыцаря Пентаклей. Могут быть какие-то запланированные здесь события, какие-то запланированные поездки, запланированные встречи. Но опять-таки четверка мечей, она тоже может, кстати, показывать и поездки тоже, как бы это ни было странно. Но и также вот эту вот неспешность. То есть не торопите события. У вас есть время подумать в этом таком размеренном движении, в размеренной работе. То есть вот по четверке мечей очень много есть размышлений, самоанализа, попытки разобраться в себе, в своих чувствах, в таком спокойном состоянии находитесь. Дальше карта короля Пентаклей. Я уже говорила, земная стихия, которая в целом может говорить про вас, про ваш знак зодиака и про то, что вы здесь занимаетесь какими-то делами, которые приносят деньги. По тузу жезлов у вас может возникнуть прямо какая-то хорошая возможность заработать. Или вы чувствуете свою силу в том, что у вас есть определенный капитал, деньги, да, это финансовая подушка безопасности. Вы здесь можете какое-то наследство даже получить крупное. Вы здесь можете какие-то новые начинания придумать, какие-то идеи воплощать в жизнь, которые будут прибыльными, которые, вот знаете, как вы горите идеей какой-то и хотите воплотить ее в жизнь, там, в плане бизнеса, да, допустим, оно принесет вам деньги, это идея, карта туза жезлов. Да и в целом вы, как земной знак, здесь можете как будто бы быть настроены на перемены, значимые в вашей жизни. Причем здесь туз жезлов у вас 2 раза выпадает. Еще и карта Верховный Жрец здесь, или Иерофант ее называют, есть императрица. У кого-то могут быть важные перемены, касающиеся вашей семьи, брака, может быть, взаимоотношений с женой, потому что есть императрица, или ваших взаимоотношений с детьми. То есть для вас здесь важна вот эта вот ситуация, связанная с вашей семьей.
семьей. Для кого-то здесь какие-то важные перемены, касающиеся этих взаимоотношений семейных. Ну вот давайте посмотрим на Верховного Жреца, 5-й аркан старший, да. По ней здесь речь может идти про какие-то, и Верховная Жрица, да, есть. Вы здесь можете, как будто, знаете, здесь как готовность к каким-то традициям следовать или какие-то такие вещи, которые приняты в социуме, здесь воплощать в жизнь, потому что вот так принято, да, так принято, там, не знаю, родить ребенка там к стольки-то годам, или там замуж выйти или жениться к стольки-то годам. То есть вот вы как будто бы здесь считаете, что вот мое время пришло, мне вот нужно себя реализовать таким вот образом, как от меня ожидает общество. И, возможно, по Верховной Жрице это такое ваше продуманное решение. Вы стараетесь прислушиваться к своей интуиции, готовы ли вы к этим переменам, хотите ли вы этих перемен. Вы здесь можете до поры до времени скрывать какие-то свои планы, касающиеся этих перемен семейных, допустим, там предложение руки и сердца пока что держать в секрете, или вам сделали предложение, вы пока счастье, любите, тишину, сидите, не рассказываете об этом окружающим, или вы здесь, к примеру, решили завести ребенка, тоже пока об этом не рассказываете окружающим. То есть здесь какие-то такие вот могут быть события. Также здесь что-то происходящее в вашем браке уже, да, если вы в браке, или вот в ваших семейных отношениях, в семье. Что-то вы можете узнать. То есть как будто какая-то информация выплывает на поверхность, которая была вам неизвестна, скрыта от вас. Здесь вы можете это нечто узнать. Карта Туза жезлов, карта, опять-таки, да, я уже говорила, важных начинаний для вас. Вот той искры, которая у вас есть для того, чтобы воплощать какие-то идеи в жизнь, чтобы свои возможности здесь на полную разворачивать. То есть вы готовы определенные шаги для этого делать, вы горите какой-то идеей. Здесь много страсти, много огня, много пылкости, которую вы проявляете и в отношении работы, и в отношениях как таковых, любовных отношениях. То есть здесь много действительно вот этой энергии страсти, да, туз жезлов. Дальше идет страшный суд. Это карта желание прийти к успеху, желание получить то, что вы заслуживаете. Какого-то, знаете, как важное здесь важное решение, которое вы принимаете, касающееся важного выбора, который перевернет вашу жизнь с ног на голову. То есть как будто бы принять решение, которое полностью все изменит, ход событий. Может быть, решение принять касаемо того, чтобы страшный суд, возвращение чего-то прошлого, да, чего-то из прошлого. Может быть, возвращение каких-то бывших отношений, возвращение туда, где вы жили раньше, да, или принятие решения вернуться там на работу, которая у вас была раньше. То есть вот вернуть то, что было раньше, к примеру, по тузу жезлов, или человека, которого вам хочется вернуть здесь. Или какая-то идея, которую вы раньше хотели воплотить в жизнь, но вы ее постоянно куда-то на потом откладывали в дальний ящик. И здесь вы думаете, нет, вот оно пришло время наверстать упущенное, и вот здесь вот начинать воплощать какую-то важную идею для вас, какой-то важный замысел, и он может полностью повернуть вашу жизнь, вот как будто, да, перевернуть на 180 градусов. Дальше идет карта императрица, карта знака Телец, правда, может быть, общение с человеком знака Телец, а также какие-то вопросы, касающиеся вашей жены или вашей мамы, или вас, как женщины, если смотрят женщины, козероги, возможно, касаемо там фертильности, зачатия ребенка, да, может быть, уже ребенка, который у вас есть. Здесь передача какого-то опыта, знаний, чему-то вы их пытаетесь учить здесь своих детей, много времени им уделяете, я не знаю, то есть как-то вот обеспечиваете вот этот уют дома, как императрица, которая очень хозяйственная, очень внимательная, очень заботливая, соответственно, к окружающим ее домочадцам. Давайте посмотрим, карта императрица, почему она у козерогов здесь выпала. Здесь карта рыцаря пентаклей снова. То есть не торопить какие-то события вы хотите. Если решаете какие-то дела семейные здесь, то по рыцарю пентаклей вы здесь терпеливые очень, вы выносливые во всем, что касается дома, быта, домашних дел. Также здесь по рыцарю пентаклей, возможно, какие-то будут поездки, связанные с такой императрицей. Мама, жена, да, такая вот
да, хозяйственная какая-то женщина, рыцарь Пентаклей, или какие-то планы, то есть неспешные, неторопливые планы, касающиеся там зачатия ребенка тоже, как будто не торопим события, но планируем, или может быть даже уже как и беременность, и оно вот неспешное, постепенное развитие, вы верите в удачу, верите, что вот все будет хорошо, соответственно, по этой беременности, допустим, то есть опять-таки вера в лучшее, вера в успех, рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей. Вера в удачу, вера в то, что вы делаете, принесет хорошие результаты, хорошие плоды в будущем, что удача на вашей стороне. И также и вот какая-то, знаете, ваша выносливость здесь. Ну, я уже говорила касаемо там бытовых вопросов, выносливость. Дальше идет туз кубков. Переполненность позитивными эмоциями, какие-то важные события, какие-то радостные открытия для вас, какие-то хорошие подарки вы можете здесь получать. Чувства вас переполняют. Туз кубков, замечательная карта, какие-то важные начинания для вас, очень праздничные. И по карте умеренность вы стараетесь балансировать энергию, то есть стараетесь здесь не как будто не выплескивать за рамки эти чувства, вы стараетесь здесь по карте умеренность умерить свои чувства, свои переживания, вот этот свой пыл, прийти к какому-то равновесию, возможно. Также вы здесь много доверия проявляете в отношении там людей, которые рядом с вами, говорите им о своих чувствах, о том, как вы счастливы, как вы рады каким-то событиям для вас. Кстати, важное значение здесь может иметь человек знака Стрелец. Но вот дальше выпадает 8 мечей. И вот здесь много накручивания себя, много переживаний почему-то, которые взялись как гром среди ясного неба вдруг, откуда ни возьмись. И здесь очень много, здесь каких-то как ощущений, что что-то помешает, какие-то препятствия возникнут. Думаете, что может не хватит сил на реализацию чего-то, или вы здесь можете по этой карте как будто какие-то убеждения извне слушать от других людей, и они начинают вам омрачать вашу радость, как будто бы вы начинаете накручивать себя, что, может быть, я зря вот так вот относился позитивно к какому-то вопросу здесь. Может быть, все не так гладко, не так просто, и мне есть чего бояться, есть из-за чего переживать, соответственно. И опять карта императрицы. То есть здесь переживания могут быть из-за такой императрицы, может быть, знака Телец, или из-за беременности. Вот опять-таки, да, на беременность здесь, и здесь беременна. То есть прям акцент на беременность, какие-то волнения, тревоги, переживания с этим связаны. Да, то есть здесь действительно может быть что-то связанное с продолжением рода для вас очень серьезным вопросом. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для козерогов я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.